Что лучше? Робот с валиком или с турбощеткой? Виброшвабра или мопы? Для чего здесь дополнительный раструб? Какие роботы моют вдоль стен? Зачем нужна камера в бампере? На эти и многие другие вопросы, связанные с выбором робота-пылесоса, я отвечу в этом ролике. Все разложу по полочкам, расскажу, на что обратить внимание, а в конце дам конкретные рекомендации по выбору робота для разных задач. Ролик длинный, поэтому сразу приступаем к делу. Первые три критерия нужно рассматривать вместе. Это рабочий блок, сила всасывания и качество сухой уборки. Раньше у многих пылесосов был фиксированный рабочий блок. Рамка защелкивается в корпус и не прилегает к полу, из-за чего большая часть воздушного потока рассеивается над поверхностью пола. В рекламе Midget 3C уплетает любой мусор, включая M&M's, а по факту не может даже песок нормально собрать, несмотря на заявленные 4000 паскалей. У модернизированной версии Enhanced Edition силу всасывания подняли до 5000 паскалей, а результат еще хуже. Проблему решает плавающая рамка, которая ходит вверх-вниз, адаптируясь к рельефу пола. Классический пример 360 S10. Еще лучше рамка со шторками, как у Dreamy. Шторки концентрируют воздух под турбощеткой и повышают эффективность всасывания. Но самый крутой вариант — рамка на двух подвесах, как у Roborock, начиная с 7 серии. Края рамки ходят вверх-вниз независимо друг от друга. Раструб прилегают к полу максимально плотно. По этому поводу я делал в телеграм-канале отдельный пост. Старенький Roborock S7 с жалкими 2500 паскалей спокойно вычищает весь стенд, включая 10 мм. При этом новый Roborock S8 Pro Ultra со своими 6000 не может даже 2 мм осилить. И здесь мы приближаемся ко второму аспекту – тип рабочего инструмента. Самый старый вариант, который следует избегать, это щетинистая щетка, как у Midea S8 Plus. Она хорошо вычесывает ковер, но в конце уборки превращается в шерстяной комок, который нужно распутывать. Лепестково-щетинистая щетка предпочтительнее. Вычесывает ковер почти так же, но забивается меньше. Резиновый валик, как у Roborock 7 серии или как у новых моделей Dreamy, пропускает отдельные волоски на ковре, и в этом плане немного, я подчеркиваю, немного, уступает лепестково-щетинистой щетке. Зато он собирает все волосы с ламината, соскребает прилипшую грязь и всегда остается чистым. Раз в неделю почистить торцы, вот и все обслуживание. Поэтому лепестково-щетинистую щетку я рекомендую только перфекционистам с коврами и линяющим питомцем. Во всех остальных случаях валик лучше. А вот два валика, как у Roborock 8 серии, уже не такой однозначно выигрышный вариант. С одной стороны, они вращаются во встречных направлениях, поэтому не заглаживают средний ворс, а как бы выпрямляют его и достают из глубины соринки. С другой стороны, из-за двух валиков площадь раструба увеличивается, а сила всасывания падает. Именно поэтому S8 Pro Ultra не может зачистить даже 2-миллиметровую щель. Роботы с двумя валиками не подходят для домов с большими собаками, которые приносят с улицы песок. Это важно учитывать. Помимо указанных инструментов, внимание заслуживают изысканные варианты. Например, двойной раструб Hobot Ligi D8. Перед турбощеткой сделали блок прямого всасывания. Он собирает с пола волосы, чтобы не наматывались на щетку, но если в доме ковры, она все равно забивается. Или турбощетка с лезвиями, как у китайского Dreamy S10 Pro Ultra. Она срезает с себя волосы в процессе вращения. В будущем она может стать более популярной, но пока что встречается крайне редко. Мягкий валик, как у Samsung JetBot, тоже можно не брать в расчет. Это разовое и, как показали тесты, не самое эффективное решение, особенно для сбора крупного мусора. Итак, мы уже поняли, что силу всасывания нужно рассматривать только в тандеме с рабочим инструментом. Но есть еще два правила. Первое. Цифры на коробке, как и цифры в ценнике, ничего не значат. Secatec Conga 7090 на бумаге монстр, 10 тысяч паскалей, и ценник солидный, около 50 тысяч. Но по факту робот не может вытащить крошки из ковра. Результат 48%, один из худших в истории тестирования. Dreamy F9 стоит 15 тысяч, на коробке 2500 паскалей, а по факту вычищает любые покрытия и на среднем ковре выдает 90%. Второе правило. При оценке силы всасывания не учитывать репутацию бренда. У одного и того же производителя подходы к замерам могут варьироваться. К примеру, Dreamy F9 Pro со своими 2500 паскалей по факту сосет лучше, чем Dreamy L10S Ultra и его 5300 паскалей. F9 Pro осилил 8 мм в щелевом тесте, L10S Ultra только 4 мм. То же самое касается качества уборки, которое является производной от конструкции рабочего блока и силы всасывания. Best Robot оценивает качество уборки в процентах собранного мусора на разных покрытиях.
Если прямо сейчас прожмете лайк и подпишитесь на канал, я покажу пятерку лидеров по этим показателям за всю историю тестирования. А пока вы прожимаете кнопки, я еще успею рассказать о телеграм-канале Best Robot, где раз в месяц среди подписчиков мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Итак, лидеры по сухой уборке. 5 место. Borg V830. На щелевом стенде вычищает 8 мм. Турбощетка за шторками и 2 торцевушки собирают мусор на любых покрытиях. 4 место. Старенький Roborock S7. Когда он впервые попал в лабораторию, все были в шоке, потому что он собрал на ламинате 108 грамм мусора, хотя для теста было рассыпано только 100 грамм. Оказалось, он вытащил песок, который игнорировали его предшественники. На 3-м месте Roborock S7 Max V. По сути, тот же S7, только с определением предметов. А на 2-м Roborock Q7 Max с таким же рабочим блоком. Выдает 98% на ламинате и ковролине и 90% на среднем ковре. Ну а формальный лидер по-прежнему дешевенький Dreamy F9. Выдающиеся результаты, несмотря на скромные 2500 паскалей на коробке. К сожалению, Dreamy F9 устарел в плане навигации, поэтому в рейтингах он почти всегда проигрывает роботам с лидаром. Обзоры на все эти модели, о которых я только что рассказал, смотрите по ссылкам в описании к ролику. Современные пылесосы могут не только пылесосить, но и полноценно мыть полы. Качество влажной уборки зависит от конструкции. У подавляющего большинства роботов со статичной шваброй от влажной уборки одно название. Даже если эта швабра выглядит внушительно, она справится только с кофейными пятнами и следами мопсика, не более. В этой категории лишь несколько исключений. 360 S10 с прижимными кнопками. Швабра плотно прилегает к полу и отмывает пятна сока. Roborock Q8 Max. Такая же швабра плюс обильное смачивание. 14 мл на квадратный метр. Это в 5 раз больше обычного показателя. Еще лучше Хобот Ligi D7. Он брызгает воду на пол через форсунки под днищем, а затем вытирает размоченное загрязнение. Результат почти такой же, как у роботов с вибрацией. Вибросегмент, как у Roborock S7 Max V, 2 вибросегмента, как у Roborock S8 Pro Ultra и вибрация половина, как у Midea S8 Plus – неплохие решения для поддержания чистоты. Даже с присохшими пятнами роботы такого типа в конечном итоге справляются. Но все они заметно уступают Хобот Ligi D8, у которого швабра вибрирует всей площадью. По эффективности отмывания пятен он все еще лучший на рынке. Но большинство производителей переходят к мопам. Это круглые мохнатые салфетки, которые оттирают грязь за счет своего вращения. Салфетки прижимаются к полу не так сильно, отмывают не так быстро, зато у них более простая и надежная конструкция. К тому же мопы могут промывать вдоль стен, что виброшвабре не под силу. Подробнее об этой функции расскажу через 3 минуты. Главное, что нужно понять при выборе робота для влажной уборки. Салфетки нужно полоскать после каждой комнаты, иначе помощник будет просто развозить грязь по квартире. Первые несколько раз менять и полоскать в раковине салфетки нетрудно и даже интересно. Но уже через неделю этот процесс превратится в изнурительную рутину, тем более, что в отдельных локациях нужно мыть по 2-3 раза. Поэтому, если квартира состоит более чем из одной комнаты, рекомендую брать робота со станцией полоскания. Об особенностях такой станции расскажу через 5 минут. А пока поговорим о более важном критерии выбора – о навигации. На роботах с гироскопом останавливаться не будем, это прошлый век, хотя в отдельных случаях они могут быть полезными. Например, если в доме нет роутера или даже интернета, можно взять какой-нибудь Roborock i5 и спокойно управлять пультом. Пылесосы с камерой, как Dreamy F9, по большому счету тоже остались в прошлом. Высота корпуса 8 см, спокойно катается под мебелью, строит карту и даже делит квартиру на комнаты. Но препятствия замечает только после столкновения и при этом не обметает их, а просто объезжает. Самый популярный тип навигации у современных роботов – LDS-навигация. Над лицевой панелью торчит башенка с лазерным дальномером, который сканирует окружающее пространство и собирает координаты препятствий. Такие роботы строят точную карту, замечают объекты высотой от 10 см, например, ножки мебели, и обметают их после столкновения. Однако из-за выступающей башенки высота корпуса возрастает, и пылесос хуже заезжает под мебель. Перед покупкой обязательно замерьте проезды под диваном и сопоставьте с полной высотой выбранной модели.
Проблему торчащей башенки удалось решить за счет скрытого лидара, как у 360S10. Дальномер сканирует через прорезь в бампере, а высота корпуса такая же, как у роботов с камерой. Но на текущий момент это едва ли не единственный представитель этого класса. В качестве альтернативы можно рассмотреть Truver M1, особенности которого я перечислил в телеграм-канале BestRobot. Главное из них — фиксированный лидар. Звучит и выглядит интересно, но как работает — непонятно. Его еще предстоит тестировать. Третий, самый продвинутый тип навигации — с обнаружением предметов. Здесь есть несколько вариантов. Робот может просто объезжать предметы, как в Dreame L10 Pro. Объезжать и отмечать на карте конусами, как Roborock Q8 Max. Объезжать и отмечать соответствующими значками, как в Dreame L10S Ultra. Установленная в бампере камера сканирует очертания предметов, затем робот анализирует их с помощью ИИ и понимает, с чем имеет дело. Самые умные роботы из тех, что бывали на тестах. Старенький Roborock S7 XV Ultra. По-прежнему единственный пылесос, у которого есть любовная программа. И недавний Roborock S8 Pro Ultra. Он распознает максимальное число объектов и аккуратно обходит их даже в темноте. Если в доме нетерпеливый питомец, по углам стоят носки, и вам уже просто надоело смотреть, как пылесос насилует сушилку, повод задуматься о роботе с обнаружением предметов. В остальных случаях достаточно навигации с лидаром. Следующий по важности аспект — функциональность. Построением карты, зонами разного типа и редактором комнат сегодня никого не удивишь. Эти функции есть у любого уважающего себя пылесоса. Не говоря уже о базовых функциях, как регулировка мощности, смачивание, настройка количества проходов, график по дням недели. Если производитель акцентирует внимание на этих аспектах, значит просто пытается скрыть отсутствие продвинутого функционала. К функциям, которые встречаются не всегда и на которые стоит обратить внимание, относятся Carpet Boost. Пылесос автоматически повышает мощность на ковре, в остальное время работает на щадящих оборотах и экономит заряд батареи. Лифт салфеток на ковре. У Borg V830 салфетки не поднимаются. Нужно делать влажную уборку, потом снимать салфетки и отдельно запускать сухую уборку на коврах, что не очень удобно. У Roborock Q-Revo салфетки автоматически поднимаются при заезде на ковер. Робот убирает все покрытия с одного запуска. Настройка параметров для каждой комнаты в отдельности. В кухне мочить больше, в гостиной меньше, в коридоре убирать на максималках, в спальне чисто профилактически. Очень полезная опция для планирования уборки. Один раз настроил и забыл. Обход кромок. Roborock Q-Revo едет вдоль стен и оставляет 6 см непромытыми. Dreame L10S Ultra крутит салфетками у плинтусов и оставляет непромытыми буквально 2 см. Такую же функцию добавили младшему L10 Ultra, без буквы S. А новый Dreame L20 Ultra оснащен так называемой бионической рукой. В нужный момент мопик выезжает к стене, а затем возвращается обратно. Такая же система у появившейся в 2024 году Roborock Q-Revo Max V, и по всей видимости данная технология станет новым трендом. Режимы влажной уборки. Самый простой вариант — Y-образный режим, который есть у многих моделей Xiaomi. Во время движения зигзагами робот съезжает в стороны, промывая каждый участок вперед-назад. Более крутой вариант — режим уборки Roborock S8 Pro Ultra. Робот может двигаться обычными зигзагами, промывая полосу за полосой параллельными линиями, плотными зигзагами, каждый раз немного выезжая уже на обработанную полосу, либо перекрывая ее наполовину и снижая при этом скорость движения, чтобы мыть более качественно. Труднопреодолимые пороги. Большинство пылесосов справляются с порогами в 15-20 мм, но на всякий случай высокий порог можно обозначить на карте. Такая функция есть у пылесосов Roborock, начиная с 8 серии. Показ ковров на карте. Они отображаются в виде корявых лужиц, но их очертания можно исправить в редакторе. Такая функция есть только у роботов с датчиком ковра. Уборка под шторами. Функция полезная, но на текущий момент она есть только у Hobot Legidy 8. Как и настройка скорости движения и скорости вращения щеток. Работает как во время влажной, так и во время сухой уборки. У пылесосов с фронтальной камерой бывает функция интеркома. Можно удаленно подключиться, проехать по квартире, похвалить кота, что не дерет обои. Для этого есть динамик на корпусе. Ну и вишенка на торте — лифт валиков. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, в продаже уже появился глобальный Dreame Bot X40 Ultra, который предусмотрительно поднимает валики перед лужами, чтобы не испортить мотор. Но на момент подготовки видео от лифта валиков мало пользы. Roborock S8 Pro Ultra поднимает их во время влажной уборки, но при этом спокойно ездит по лужам, когда пылесосит. В отдельную категорию входят функции роботов со станцией полоскания. Первое и главное.
Должна быть гибкая настройка частоты полоскания. К примеру, у станции Хобот Лулу настройка полоскания по времени, как по мне, лишена смысла, поскольку минимальный интервал составляет 30 минут. Представьте, что вы моете полы вручную, возите грязной тряпкой по квартире в течение получаса, а потом промываете ее. Эффект, сами понимаете, сомнительный. Единственный выход – установить полоскание после каждой комнаты и дополнительно большие комнаты разбить на подкомнаты меньшего размера в редакторе карты. У Roborock Q-Revo интервал получше, от 10 до 25 минут. Также интересный вариант – настройка полоскания по площади с минимальным шагом 10 квадратов, как у Dreamy L10S Ultra. Не обязательный, но желательный параметр – настройка расхода воды. К примеру, Roborock S8 Pro Ultra в разных режимах расходует от 100 до 250 мл. Более важная опция – добавление моющего средства. В отсеке с контейнерами должен быть отдельный картридж для моющей жидкости, как это сделано у Dreamy L10S Ultra. Станции лакшери-класса подогревают воду, чтобы полоскание было более эффективным. Такая функция есть у Dreamy L30 Ultra. Еще эта станция оценивает загрязненность салфеток и автоматически активирует повторную уборку. После промывания салфеток хорошо бы высушить их, чтобы не было плесени. Холодным воздухом, как у Dreamy L10 Prime, или горячим, как у большинства современных станций. В их числе Хобот Лиги Лулу, Dreamy L10 Ultra, Roborock Q-Revo и многие другие. Пополнение бачка пылесоса тоже широко распространенная функция. Она есть у всех моделей, о которых я только что рассказывал. Из моделей, у которых нет встроенного бачка, можно назвать Roidme Evo, Kering BS7 Omni и Litsta W2. А вот чтобы станция пополняла свой большой бак и сливала грязную воду, требуется подключение к инженерным сетям. Borg V830 подключить нельзя, ни внутри, ни снаружи никаких разъемов. У Dreamy L10S Ultra есть разъемы в отсеке с бачками, но снаружи дырки придется прорезать самостоятельно. У Dreamy L20 Ultra в заднюю стенку уже встроены коннекторы, остается лишь собрать и подключить систему. С появлением новых пылесосов возможности станции расширяются. Dreamy X40 Ultra отстегивает салфетки на станции и поднимает торцевушку, чтобы не цепляла край ковра. Китайский Dreamy X30 Pro очищает поддон двумя скребками. Станция Midge M30 Pro срезает намотавшиеся на турбощетку волосы. Для этого на станции установлен нож, который бегает по направляющей. Дополнительные фичи появляются практически с каждой новинкой. Я часто пишу о них в телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей. Но подробно рассказывать об этом здесь не вижу смысла. Во-первых, это пока что разовые инновации. Во-вторых, неизвестно, как они работают в действительности, а не в рекламе. Лучше скажу пару слов о станциях выгрузки мусора. У большинства моделей есть настройка периодичности выгрузки. У Midea S8 Plus есть настройка продолжительности самоочистки. Но других пылесосов с такой опцией я не знаю. Более значимо, насколько эффективно станция очищает пылесборник, но понять это можно только по нашим обзорам. Пробежимся по другим значимым функциям. Например, уборка в проблемных зонах. Круглые пылесосы из-за своей формы корпуса всегда оставляют мусор в углах. Проблему решает либо D-образный корпус, как у Хобот Лиги D8, либо выдвижная торцевушка у роботов нового типа, таких как Dreamy X40 Ultra и Roborock S8 Max V Ultra. Емкость аккумуляторов у разных роботов варьируется. У Dreamy L20 Ultra аккумулятор 6400 мАч, у Dreamy L10 Ultra 5200 мАч. Это самая популярная батарейка наряду с 3200 мАч, как у Dreamy F9 Pro. А у бюджетных моделей типа Truver M1 еще попадается батарея 2600 мАч. Но я бы рекомендовал смотреть не на номинальный заряд батареи, а на фактическую продолжительность работы. В тихом режиме любой пылесос работает 2-3 часа, но использовать такой режим вы будете редко из-за низкой силы всасывания, а вот на максималках могут быть расхождения. При одинаковой емкости батареи Roborock Q-Revo на максималках работает 124 минуты, а Borg V830 60 минут. Это значит, что квартиру больше 65 квадратов Borg будет обрабатывать за 2 захода с промежуточной подзарядкой в 3-4 часа. В сбалансированном режиме работает процентов на 30 дольше, но со временем батарея изнашивается и держит заряд хуже, и это тоже нужно учитывать. Следующий критерий – шум. У всех пылесосов он плюс-минус одинаковый – 69-72 дБ в режиме Max. И единственное исключение – Roborock Q-Revo, у которого максимальный шум не превышает 58 дБ. Любители сериалов ставят галочку в блокноте.
Датчики поверхности есть у каждой модели. Они не дают выехать на лестницу, но иногда не пускают робота на темный ковер. К примеру, Dreamy D9 Max объезжает коврик, а Dreamy F9 Pro пылесосит без проблем. В одних случаях проблему датчиков удается решить, тупо заклеив их пластырем, а в других случаях это приводит к сбою навигации. Поэтому, если в доме есть черное покрытие, лучше уточнить этот нюанс заранее. Выбирать пылесос на основе принадлежности к бренду нужно с осторожностью хотя бы из тех соображений, которые я озвучил, говоря про силу всасывания. Но как бы мы ни старались не поддаваться на маркетинговые уловки, определенные ожидания брендам все-таки удается сформировать. По мнению Best Robot, лидирующими брендами по состоянию на 2024 год являются Roborock и Dreamy. Roborock лучший по качеству материалов, интеллекту и сухой уборке, по крайней мере, если говорить о роботах 7 серии. Dreamy прокачали влажную уборку, частично скопировали робороковский валик, доработали навигацию. В 2023 году компания стала лидером индустрии. Следом идет Ecovacs, который делает мощные пылесосы Debot с двумя торцевыми щетками и проблемными фронтальными датчиками. На российский рынок Деботы завозят не так активно, из-за чего у многих моделей бывают проблемы с русификацией. Во второй эшелон можно записать iRobot, сильно отставший от китайских собратьев. Конечно, у iRobot есть сильные стороны, например, система обнаружения грязи, но ценник неоправданно высокий. Хобот выпускают гусеничные пылесосы D-образной формы, смачивание в пол, дополнительный раструб, пылесборник с прессом. Где вы еще такое видели? 360 показывали хорошее качество, выпустили перспективного S10 со скрытым лидаром, а потом ушли с радаров. Если вы знаете, что происходит с компанией и почему о ней ничего не слышно, напишите в комментариях. На третьей строчке роботы от Midea. Они такие же, как Dreamy, но хуже. Дешевые и без гарантии. Хотя у глобальных версий этих пылесосов с названием типа Mi Robot Vacuum Cleaner гарантия есть, но и ценник гораздо выше. Из этой же серии Viomi, Litsta и Roidme. Все из дружного семейства дочерних компаний Xiaomi. На той же ступеньке Midea. Дешево, мощно, но с проблемами. Yeti, если кратко, это Ecovacs для бедных. Ну а на четвертой строчке все остальные бренды. Polaris и Redmond делают хорошие вертикалки, но с роботами у них пока не получается. У Tefal были неплохие попытки сделать робот-пылесос, но лучше бы они сфокусировались на сковородках. Samsung дорого, качественно, приятно держать в руках, но не пылесосит. Про ценник просто и без изысков, главное, что убирает. Где-то там же около дна барахтается дешевый и посредственный iLife. Чтобы лучше понять иерархию брендов, рекомендую посмотреть All Time Rating, обновление которого я каждый месяц выкладываю в телеграм-канале. Через год после покупки пылесоса вам наверняка понадобится заменить HEPA-фильтр, щетки могут истрепаться, для многофункциональных роботов нужны будут новые мешки и салфетки. Наличие этих аксессуаров в продаже лучше заранее проверить. Ищите их на маркетплейсах по запросу. Название пылесоса «Аксессуары» на сайте производителя или на специализированных площадках. Еще неплохо бы почитать, что пишут о выбранном пылесосе реальные покупатели. Если копаться в отзывах на маркетплейсах, можно даже узнать о роботе правду. Но нужно учитывать, что у многих комментаторов оценка основывается лишь на впечатлениях от первого робота в жизни. Поэтому даже на стрёмный Midea 3C Enhanced Edition можно найти массу положительных отзывов. Так что чтение отзывов полезно лишь в сочетании с просмотром обзоров Best Robot. У вас есть еще 5 секунд, чтобы подписаться, перед тем, как я начну давать рекомендации по выбору для разных условий. Для квартир с низкими проездами под мебелью лучший вариант – это Dreamy F9 с корпусом высотой 80 мм. Единственный конкурент 360 S10 толщиной 85 мм пока что исчез из продаж. Для квартир без Wi-Fi подойдет Roborock i5. Пока его еще можно купить. Недешево, зато Roborock и качественная сухая уборка. Либо Xbot L7 Smart, один из немногих LDS-роботов, у которого в комплекте пульт дистанционного управления. Из хороших пылесосов, которые не прожгут дырку в кошельке, рекомендую Dreamy F9 Pro. Подойдет для квартир до 70 квадратов. Либо Dreamy D9 Max, то же самое, но до 100 квадратов. Если животное постоянно линяет и вы уже устали приводить ковер в порядок, оставляем родную турбощетку. В остальных случаях рекомендую заменить ее на валик от Dreamy D10S Plus, L10 Ultra и любого другого робота Dreamy. У них все валики стандартные. В ту же категорию бюджетных роботов можно отнести Dreamy D9 Plus, который можно взять за 25 тысяч вместе со станцией самоочистки. Midea S8 Plus до 30 тысяч с самоочисткой, вибромодулем для влажной уборки и с очень мощным мотором. На среднем ковре максимально эффективны роботы с двумя валиками. Лучшие модели такого плана.
Roborock Q5 Pro. Сравнительно дешевый, с большим пылесборником, но с прямоточным смачиванием салфетки. Roborock Q8 Max. Дороже, чуть мощнее, с качественной влажной уборкой и с обнаружением предметов на полу. Ну а если в доме собака, которая таскает с улицы песок, возьмите на заметку Roborock 7 серии. Roborock Q7 Max. Втягивает пыль и соринки, засевшие в глубине ковра. Roborock S7. То же самое, но с вибромодулем для влажной уборки. Roborock S7 Max V. То же самое, но с распознаванием предметов. По уровню IQ эта модель делит первое место с Roborock S8 Plus. Но восьмерка нам не подходит, у нее низкая сила всасывания. Если у вас студия, максимум однушка, и в приоритете влажная уборка, можно присмотреться к Midea 3S. Обходит предметы, пылесосит и вытирает пол мопами, либо Dreamy L10S Pro. Мопы с лифтом на ковре, валик вместо турбощетки, все делает более качественно и есть гарантия в РФ. Альтернативный вариант — Hobot Ligidi 7. Собирает с пола волосы, чистит ковер и качественно вытирает статичной шваброй. А если в квартире больше одной комнаты, нужен робот со станцией полоскания. SmartMe Vortex Wave – уникальный моющий робот, который собирает с пола жидкости, промывает и сушит валик на станции, но сухая уборка слабенькая, только для гладкого пола без адских загрязнений. Dreamy L10 Prime – мойщик среднего класса с адекватной сухой уборкой, который практически во всем уступает Хоботу Ligidi 8 Lulu. Кстати, одно из преимуществ Хобота в том, что можно сначала купить робота, а через время станцию полоскания. Предметы не определяет, мусор не выгружает, все остальное делает хорошо. Ну а те, кто хочет все сразу, выбирают модель класса All-in-One. Сухая и влажная уборка, стирка салфеток и выгрузка мусора, картография и обход предметов. Самый простой вариант – Midea Omni 1S. Все современные функции, кроме обхода кромок, но среднего качества и без гарантии. Roborock Q-Revo. Мощный и тихий. Максимальное качество исполнения, но самое главное – вытягивает из ковра песок и пыль. Моет неплохо, но оставляет непромытые зоны у плинтусов. Если ковры не настолько грязные, предпочтительнее Dreamy L10S Ultra. Он обходит кромки, моет пол более качественно и добавляет моющее средство при полоскании. Еще у этого робота образцовая навигация. Он определяет предметы любого типа. Пока что Dreamy L10S Ultra занимает первое место в all-time рейтинге, но наверняка его потеснит Dreamy L20 Ultra, как только доберется до лаборатории Best Robot. Детальные обзоры на эти модели найдете внизу. Обязательно загляните в описание ролика. А пока и до новых встреч!